Сейчас активно на повестке продвигается информация, которую я с своей стороны озвучил уже достаточно подробно, поэтому в данном случае лишь в качестве формата новости. Российский посол в Мексике встретился с Кристиной Романовой. Можете на канале найти, я рассмотрение, еще раз повторю, подробно делал уже, что кто говорит и что подтверждено, что нет. Которую, как говорят ее родители, очень важное уточнение, похитили картели с помощью местных властей. Как рассказала Мэш сама мама 17-летней девочки Марина, все выглядело не как консульская встреча, а как судебное разбирательство. Я напомню, что со стороны местных, эту девочку забрали совершенно официальные службы, потому что появилась у них информация, что в семье она подвергалась насилию самому адскому. И вот сейчас семья пытается сказать, что ее забрали, и чтобы подвергать этому насилию. То есть как-то, такую они заняли позицию, и МИД активно подключается. Меня уже начинает интересовать, что это за семья и какие там связи, потому что очень высоко стоит попытка покровительства и отвлечения внимания в этой истории. Похоже, там, не исключаю, что, может быть, были какие-то преступления внутри семьи. Она приемная, девочка. И причем это очень важно для России. Россия очень заботится о детях, особенно тех, которые были спасены на территории Украины, и раздает ее вот таким уважаемым семьям детей, которые с территории Украины. И поэтому вот если в этом деле окажется, что с этой девочкой что-то делали в семье, вот этой там приемной, я так понимаю, что-то запрещенное, то это может очень серьезно поднять вопрос, и, наверное, сейчас вся власть в Российской Федерации прикована наверняка внимание, и наша приковывает, много новостей выходит о том, что давайте разберемся, что там с семьей. Семью, конечно, надо как под микроскопом всю рассмотреть, не девочку. Девочку, дай бог ей, процветание. Кристина отказалась говорить на русском языке и заявила, что ее слова о желании как можно скорее вернуться к родителям в Россию неправда. Мол, она это сказала под давлением консульства. Также она выступила, то есть там консульство активно пытается ее выманить, и у них еще сейчас, что называется, дедлайн. Она вот-вот станет совершеннолетней, я так понимаю, 18-летней. И они прямо копья ломают, чтобы попробовать ее из официальных служб, которые занимаются, собственно говоря, защитой детей, выдернуть ее и забрать в Россию. Вот тут очень важный момент. Также она выступила против дальнейших встреч с российскими дипломатами. Вот интересно. Мама Кристины рассчитывает, что в ближайшие дни ей разрешат очно увидеться с дочкой. Заявила, будет просить, чтобы на встрече присутствовали консул, юрист, медики, а также потребуют медобследования и запись разговора с Кристиной. После, новостники сообщают, что после их предыдущего поста, это Мэш публикует, я уж еще раз по прошлому посту, я уже со своей стороны высказывался, собрал информацию всю, какую смог. Но вот что они говорят. После нашего поста история разлетелась в мексиканских СМИ, на самом деле это не так, там она и так звучала, но просто немножко не так, как нравится МИДу. А также на эту историю отреагировал представитель МИД РФ, Мария Захарова подключается, на мой взгляд, все это очень знаково, очень мощно. Звучит эта история. Она, Львова Белова обязательно должна от России, как она, я не знаю, сейчас она занимается омбудсменством, да, то есть защитой прав детей. Она обязательно должна подключиться. Она вообще знаковая фигура по поводу спасения несовершеннолетних. Еще раз, я не знаю, чем это закончится история, но я за ней послежу, друзья мои. И, кстати говоря, подписывайтесь, чтобы не пропустить. И с такими делами, если вдруг мои подозрения, а я, наверное, они читаются между строк, когда я оказываюсь прав, короче говоря, с каналами активно борется. У меня не первый канал, который сносили. Я не отпускаю подобные истории, я за ними стараюсь следить. Могу много рассказать, и Влада Бахова, Настя Муравьева, Марина Негребе, и многих других, и Юрий Шатунов, и использование детей с детских домов, как вот, например, на примере группы «Ласковый май», что там делали с несовершеннолетними, это просто ад адский. Он выходил до того, что даже юрист, такой достаточно управляемый со стороны Российской Федерации Катя Гордон, даже она высказывалась, надо все это проверить, пройти огнем и мечом. Высказалась так, типа они в курсе, и все, и привет. Так что слежу за такими делами. Короче говоря, вот что нам говорит ведущий данной площадки. После поста история разлетелась по СМИ, это неправда. Также на эту историю отреагировала представитель МИД Захарова. Она заявила об обеспокоенности в связи с незаконным удержанием россиянки. Почему же незаконным? Там как раз все очень было сделано законно, но пытаются придать вид похищения. Откровенная ложь, она не подтверждается, также опять напоминаю, наверное, еще придется напоминать, посмотрим, какая будет развязка. Пока что ситуация, то, что озвучили, то есть вышли на девочку, додавили, то есть там очень серьезно идет давление, ей дали слово, она сказала, я в эту семейку не хочу. Вот пока что и вся новость. Увидимся.